Все мы знаем, что доминирование млекопитающих на нашей планете стало возможным благодаря вымиранию динозавров. Ученые до сих пор спорят о том, что стало причиной вымирания: падение гигантского метеорита, активность вулканов или пандемия. Несомненно, если бы 65 миллионов лет назад динозавры не исчезли, то у млекопитающих, и тем более у людей, было бы мало шансов на развитие. К тому моменту гигантские ящеры правили Землей уже 185 миллионов лет. Но вполне вероятно, что и они получили свой шанс только после очередного глобального вымирания. Сегодня расскажем, какие версии выдвигают ученые по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал. Это позволит раньше узнавать о выходе очередного выпуска, об истории появления и вымирания разных видов доисторических и современных животных. Ваши комментарии и лайки помогут в продвижении видео и развитии канала. Динозавры получили такое название в 1842 году. Термин ввел в обращение английский биолог Ричард Оуэн. Дословно, название переводится как «ужасные ящеры». Ученый был впечатлен их гигантскими размерами, а вовсе не огромными клыками и зубами. Вообще, находки гигантских костей известны с античных времен. В разное время люди приписывали эти останки древним гигантам, драконам или другим мифическим существам. Все эти находки порождали различные легенды и отражались в народном творчестве и искусстве. Первое документально зафиксированное описание этих костей с научной точки зрения было проведено в конце XVIII – начале XIX веков. Найденные в английском графстве Оксфордшир в сланцевых отложениях юрского периода кости приобрел профессор геологии Уильям Бакленд. Но идентифицировать эти находки ученый не смог. В 1818 году его посетил знаменитый натуралист Жорж Кювье. Он-то и смог опознать в гигантских окаменелостях кости ящериц. К дальнейшим исследованиям Бакленд привлек специалиста по окаменелостям морских рептилий Уильяма Конибера. В 1821 году Конибер описал два новых вида вымерших водных ящеров – ихтиозавра и плезиозавра. Результатом совместной работы двух исследователей при поддержке Жоржа Кювье стало описание мозазавра, который уже был известен науке, и новой гигантской рептилии, которую назвали мегалозавром. В 1824 году Бакленд представил доклад об этом ящере на Лондонской конференции. После этого описания новых видов стали появляться с завидным постоянством. Во второй половине XIX века основные открытия, связанные с окаменелостями динозавров, были сделаны в Америке. Между двумя учеными, Эдвардом Коупом и Отаниэлом Маршем, возникло негласное соревнование по описанию новых видов. Оно вошло в историю науки как «Костяные войны» или «Великая гонка за динозаврами». В результате на двоих эти исследователи описали 142 новых вида динозавров, которые обитали в Северной Америке. Правда, в современной классификации из них остались только 32. Сейчас о происхождении, повадках и внешнем виде известно намного больше, чем 1,5 века назад. Также существует огромное количество версий исчезновения большей части флоры и фауны мезозойской эры. Сегодня наиболее популярным вариантом является падение Чиксулубского метеорита. Во время мелполиогенового вымирания исчезло 100% всех нептичьих и большая часть птичьих динозавров. Также вымерли многие виды птиц, крокодиломорфов, млекопитающих, которые жили в тени гигантских ящеров около 185 миллионов лет. Не меньше версий выдвигается разными учеными при изучении причин длительного доминирования пресмыкающихся над остальными животными. После Великого Пермского вымирания 250 миллионов лет назад шанс получили диапсиды. Они стали предками рептилий. До этого на планете активнее развивалась другая ветвь животного царства – терапсиды. Именно от них произошли млекопитающие. Но динозавры не сразу смогли занять главные экологические ниши. Первые 50 миллионов лет
главными хищниками были гигантские крокодиломорфы – псевдозухии. Но примерно 200 миллионов лет назад им пришлось потесниться. Случилось очередное вымирание планетарного масштаба. Оно не было таким массовым, как Пермское, и не было таким известным, как Мелпалеогеновое. Это вымирание случилось на границе Триасового и Юрского периодов. В то время суперконтинент Пангея начал раскалываться на более мелкие части, которые стали современными континентами. Это вызвало подъем огромных масс раскаленной лавы к поверхности и массовое извержение вулканов по всей планете. На данный момент считается, что в результате вулканической активности в атмосферу было выброшено огромное количество пепла и соединений серы. Это привело к похолоданию по всей планете. Предки динозавров, в отличие от псевдозухий, оказались лучше подготовленными к этим переменам. Сейчас ученые называют несколько возможных причин такой приспособленности. Самым ранним динозавроморфом, известным в современной науке, является проротодактиль. Это существо появилось почти сразу после пермского вымирания. Проротодактиль еще ничем не напоминал тех гигантов, которые через несколько десятков миллионов лет стали царями природы. По размерам это животное было не больше современной домашней кошки и весило до 2 килограммов. Перемещался проротодактиль на 4 длинных, тонких ногах. Обнаружена эта древняя рептилия в Польше больше 10 лет назад. Судя по количеству известных отпечатков ее следов, проротодактили не были сильно распространены в животном мире начала Триасового периода. Среди общего количества различных следов их популяция составляла не более 3% всей фауны того времени. Также недавно найдено еще одно существо, немного приоткрывшее тайну распространения динозавров на планете. Оно получило название осилизавр. Международная группа исследователей в 2010 году описала 14 неполных скелетов ранее неизвестного архозавра. Найдены они были в ходе научной экспедиции на территории Танзании. Они обитали там примерно 245 миллионов лет назад. Сначала осилизавр был назван самым ранним динозавром, но позже его переклассифицировали в силизавра. Эта группа рептилий является родственной динозаврам. В любом случае, этот вид стал самым ранним примером ответвления птичьей линии развития от крокодилоподобных существ. Он ходил на 4 ногах, имел длину от 1 до 3 метров и весил около 30 килограммов. Обнаружение 2 этих ранее неизвестных существ заставило ученых пересмотреть взгляд на всю историю появления и развития динозавров. До появления описаний проротодактиля и осилизавра считалось, что первые динозавры появились 230 миллионов лет назад. Возвращаясь к причинам их успешного развития на всех континентах, включая Антарктиду, можно выделить несколько основных гипотез. Высокая устойчивость к холоду. Первые динозавры, судя по всему, зародились в тропических широтах. В начале Триасового периода климат на Земле был намного теплее, чем сейчас. На полюсах не было ледяных шапок, а все материки еще были объединены в один гигантский суперконтинент – Пангея. Уже 214 миллионов лет назад динозавры добрались до приполярных территорий. Ближе к полюсам случались более холодные периоды. Обитавшие там динозавры начали приспосабливаться к выживанию в суровых условиях раньше остальных конкурентов. Поэтому к началу Триасово-Юрского вымирания у этих животных было намного больше шансов пережить катастрофу. Наличие перьевого покрова. Сегодня у ученых практически не осталось сомнений в том, что большинство динозавров, если не все, было покрыто подобием перьев. Впоследствии некоторые из них обзавелись полноценным перьевым покровом и успешно продолжают развиваться по сей день. Речь идет о птицах, которые, по сути, являются выжившими динозаврами. Также известно, что некоторые поздние виды динозавров точно были теплокровными. Возможно, эти признаки присутствовали и у их предков, переживших Триасово-Юрское вымирание.
Они лучше перенесли холодное время, которое последовало за длительным периодом вулканической активности. Большее разнообразие видов. Даже среди самых ранних динозавров присутствовало разделение на хищные, травоядные и всеядные виды. К такому выводу пришла группа ученых, исследовавшая форму зубов огромного количества самых разных динозавров. На основе собранной статистики были построены компьютерные модели работы челюстей и воссоздан механизм их работы во время жевания. Также ученые сравнили эти механизмы с аналогичными системами их современных родственников. У некоторых видов древних рептилий зубы имели форму лезвий, как у варанов. У других были с зазубринами, как у игуан. Выяснилось, что предки некоторых травоядных видов были всеядными, а предок такого динозавра, как диплодок, вообще оказался хищником. Более широкое видовое разнообразие существенно увеличило шансы динозавров на выживание в ходе очередной катастрофы планетарного масштаба. Особый способ дыхания. Энергетический запас любого животного во многом зависит от количества поступающего в организм кислорода и от скорости его переработки. Чем быстрее происходит этот процесс, тем более активно животное. В эпоху динозавров содержание кислорода в атмосфере было ниже, чем в наше время. Поэтому многие животные были достаточно медлительными и не очень большими. Самые крупные псевдозухии, например, достигали в длину не более 5 метров. Динозавры выработали дыхательную систему, которая характерна для современных птиц. Они оказались более энергичными и смертоносными по сравнению с конкурентами. Быстрое размножение и взросление. Эта особенность передалась динозаврам еще от диапсид. Известно, что динозавры откладывали яйца. Одна самка за сезон могла дать жизнь десяткам новых животных. При этом детеныши динозавров достаточно быстро набирали массу и превращались во взрослых животных. Такая скорость размножения вполне могла стать причиной быстрого расселения по всей планете и занятия освободившихся после вымирания ниш. Также в целом среди динозавров наметилась тенденция к увеличению в размерах. В результате это привело к появлению тех гигантов, которые известны каждому человеку. Мы благодарны зрителям, досматривающим наши ролики до конца. Если вам интересно узнавать новое о появлении и развитии различных видов животных, истории эволюции в целом и проблемах современной экологии, то обратите внимание на наши предыдущие выпуски.